Всем привет, с вами Фотогир и я Виктор Брусков. И ровно год назад я выпустил первый взгляд на объектив Sigma 85 мм f1.4 Art. И за этот год я снял достаточно большое количество фотографий и видео, и теперь пришло время полноценного обзора данного объектива. Разумеется, когда я постил свои работы в соцсетях, меня очень часто спрашивали: ну как тебе объектив? И вы знаете, я теперь могу разделить людей на три типа, потому какие ответы им подходят. Первому типу людей достаточно сказать, что да, объектив крутой, топ, прям советую, обалденное стекло. И человек отвечает: все, понял, отлично, возьму себе такой же. Ко второму типу относятся люди, которым недостаточно сказать, что объектив хорош, им нужно увидеть примеры изображений. Ну вот вам примеры изображений, которые я снял на данный объектив во время записи своего нового онлайн-курса, который называется «Накамерная вспышка». И есть третий тип людей, которым недостаточно сказать, что объектив хорош, и показать примеры изображений. Им нужно разобраться, что там, чего, какие характеристики, какие параметры, а лучше ли он того, другого, третьего. И вот как раз для этого я и записал данный обзор. Так что устраивайтесь поудобнее, и мы начинаем. Начнем с того, что этот объектив не нужно путать с предыдущей моделью, которая большая, которая была пересажена с зеркальных камер на беззеркалки при помощи удлинения как раз крепления. Данная версия объектива уже создана полностью для беззеркальных камер, и у нее в названии есть буквы DG-DN. И эта версия выпускается не только для камер Sony, но также и для камер Panasonic Leica с байонетом L-mount. За год использования я успел поснимать с этим объективом на камеры Sony Alpha 7R III, Alpha 1 и Alpha 7 IV. А до этого объектива я несколько лет снимал на Sony 85 мм f1.4 G-Master. И как раз могу их сравнить. И что первое бросается в глаза при сравнении, это, конечно же, размер и вес. Потому что объектив от Sigma на 200 грамм легче и намного компактнее в размере. При этом у него очень крутая сборка. Все объективы Sigma делаются в Японии на одном единственном заводе. И к качеству сборки здесь нет никаких претензий. Он на уровне, либо даже выше по качеству сборки, чем 85 мм 1.4 G-Master от Sony. И поскольку эти объективы были выпущены с разницей в 4 года, G-Master в 2016 году, а данная Sigma в 2020, то и оптические характеристики у них разные, а также подход к созданию объектива. В чем же это проявляется? Прежде всего в том, что Sigma — это более современное стекло, и оно более резкое. При этом у него также очень плавное размытие в зоне нерезкости. А 85 мм G-Master, он менее резкий, но также у него еще более плавное размытие. То есть такой прямо кремовый эффект в зоне нерезкости можно получить именно с объективом G-Master. На Sigma все-таки боке также выглядит чуть более технично, чуть более современно. Но это не минус, это особенности современных объективов, и он выдает, соответственно, современную картинку, то есть резкую, контрастную, с таким плавным, но качественным размытием. Также могу сказать, что Sigma фокусируется быстрее, чем G-Master, и делает это бесшумно. В то время как у G-Master моторчики шумят, и даже некоторые пользователи меня спрашивали, а все ли с ним нормально, должен ли так шуршать мотор автофокуса. Как я и сказал, существенная разница — это разница в весе. 200 грамм для фикс-объектива — это очень большая разница, и этим объективом намного приятнее пользоваться. То есть у этого объектива намного лучше баланс с камерой, и им приятнее пользоваться в течение длительного времени, так как рука не устает. И помимо веса и размера, здесь также был доработан один момент, который мне мешал на объективе G-Master. Потому что у обеих моделей есть кольцо диафрагмы на объективе, и его можно переключать как с кликом, так и без него. Но у объектива Sigma появился фиксатор, который позволяет заблокировать это самое кольцо. И его нельзя случайно провернуть, как это у меня часто было с объективом G-Master. Так что это очень полезный момент, и круто, что они его предусмотрели. Конечно же, здесь есть также переключатель из автофокуса
автофокуса в мануальный режим и переназначаемая кнопка, на которую можно повесить какую-либо функцию через меню камеры. Обе модели обладают погодозащитой, и у них есть прорезиненное кольцо в месте крепления байонета, и также у них по 11 лепестков диафрагмы. И у Sigma есть еще одно веское достоинство. Помимо того, что она собрана также очень качественно, у нее быстрый бесшумный автофокус, она меньше на 200 грамм, она резче, у нее продвинутые органы управления на корпусе, и при этом она стоит значительно дешевле, чем объектив G-Master. Поэтому я смело могу сказать, что это не только лучший объектив по соотношению цена-качество, но также это лучший объектив 85 мм в системе беззеркальных камер Sony. Мое мнение также разделяют две самые престижные награды в области фототехники, которые присудили данному объективу звание «Лучший портретный объектив». И как раз самое время поговорить о том, для чего вообще нужен объектив 85 мм с диафрагмой 1.4. А весь смысл в том, чтобы получить максимальное размытие фона и, соответственно, добиться объема в нашей фотографии. И 85 мм 1.4 относится к такому типу объективов, посмотрев на изображение с которых точно человек скажет, что профессионал, что любитель, что это снято не на смартфон. То есть это однозначно снято на что-то качественное, на какую-то качественную камеру, как раз из-за плавного размытия и высокой резкости в зоне резкости. И его точно не спутать ни с каким смартфоном. И, как правило, основное предназначение для данного объектива – это портретная фотография, но также на него очень круто можно снимать какие-либо предметы. И здесь все то же самое, как и с изображением портретов. Изображение получается очень качественно, а картинка выглядит дорого и такой коммерческой. И смысл такого объектива я вижу не только для фотосъемки, но также и для видеосъемки. Потому что если снять вертикальное видео на этот объектив и выложить в какой-нибудь Reels, то такой Reels однозначно будет выделяться среди прочих. И это как раз преимущество, которое дает нам полнокадровая камера с таким объективом, который дает такое количество объема. Кстати, меня также поразила передача цвета на этом объективе, не только его высокая резкость и контраст, а также плавное размытие зоны нерезкости, но также и цвета. Цвета выглядят сочно, насыщенно, раскрывают полную палитру матрицы фотоаппарата и напоминает мне цветопередача объектив Zeiss Batis 85 мм с диафрагмой 1.8, который я, кстати, также очень люблю и уважаю. И если бы я выбирал себе объектив 85 мм с диафрагмой 1.8, я бы выбрал именно Zeiss Batis. К тому же у него также есть стабилизация изображения. Но самым лучшим, на мой взгляд, как я и сказал, является как раз эта Sigma 85 мм 1.4. И да, данный объектив вам даст больше объема, чем объективы с диафрагмой 1.8. Но у этого объектива есть не только преимущества, у него также есть и свои недостатки. И как раз эти недостатки — это то, что говорит в пользу объектива G-Master. Как я и сказал, во-первых, объектив G-Master дает несколько другой характер размытия, чуть более олдскульный и более плавный, такое кремовое размытие. Так вот, недостаток объектива Sigma в том, что для того, чтобы сделать его более компактным и легким, пришлось пожертвовать коррекцией дисторсии. Дисторсия — это такое геометрическое искажение по всем 4 сторонам кадра. Из-за этой дисторсии изображение выглядит либо вогнутым, либо выпуклым. И в данном случае изображение без коррекции дисторсии в камере или в редакторе выглядит вогнутыми. Но даже этот недостаток с технической точки зрения я использую как преимущество, потому что в случае, если мы снимаем портреты и у нас изображение вогнутое, то и портретируемые выглядят намного более худыми, что, конечно же, нравится абсолютно всем, кто видит изображение сразу же на мониторе камеры. И второй недостаток — это виньетирование, то есть затемнение по углам кадра. Но и здесь все то же самое. Виньетку на самом деле можно использовать как художественный прием, она также придает объема изображению, когда края кадра у нас притенены. Опять же, это касается портретной фотографии. Ну а в случае, когда нам нужно выпрямить линии и избавиться от затемнения углов кадра, мы применяем коррекцию дисторсии, и все, изображение выглядит технично, скорректированным, и к нему технически невозможно придраться. В этих двух недостатках как раз прослеживается то, что есть законы физики и оптики, и их нельзя обмануть. Если мы хотим полностью скорректированный объектив, то он у нас, соответственно, вырастает в размерах. А если хотим более компактную оптику, то нужно идти на компромиссы. Это, знаете, как производитель может выставлять галочки при проектировании объектива, типа, пускай у него будет высокая резкость, пускай у него там будет хорошая передача цвета,
цвета, пускай у него не будет хроматических аберраций. Кстати, на этом объективе нет хроматических аберраций, то есть в этом плане все скорректировано. Но давайте уберем галочки на пункте виньетка и дисторсия. И вот примерно такое ощущение, что поступили с этим объективом. На самом деле уровень как виньетки, так и дисторсии не критичен, и более того, как я уже и сказал, помогает в художественной фотографии. А больше, по сути, у этого объектива никаких недостатков нет. Подводя итог, могу снова сказать, что сказал в самом начале, что да, этот объектив топ, отличный объектив за свои деньги, и он может быть отличным инструментом как для коммерческой фотографии, так и для творчества, для того, чтобы получать объем и использовать преимущества, которые нам даны с нашими полнокадровыми камерами. На этом у меня, пожалуй, все. Если у вас остались какие-либо вопросы, пишите их в комментариях, и я с удовольствием на них отвечу. Также подписывайтесь на канал, если вдруг этого еще не сделали. Поставьте лайк этому видео, а также нажмите колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. И всего вам доброго!